Ну а сейчас 19. И это самое то. Я вообще люблю вот такую погоду. Не жарко, не холодно. И можно гулять в майке в то же время. И свежо. Работать хорошо на стройке в такую погоду. Но строек у нас пока больше нету. И, кстати говоря, вряд ли будут. То есть с незаконным строительством на канале Лесной Строитель закончено. Любое начинание требует долгой и тщательной подготовки, и на новом месте мне пришлось сильно попотеть, прежде чем заняться строительством. В первую очередь нужно заботиться о деревьях, за которые я несу ответственность, и поэтому все спилы на деревьях я обрабатываю садовым варом. Больные деревья или те, которые сильно мешали, мне пришлось спилить. Жалко, конечно, но деваться некуда, это неизбежно. Чтобы добро зря не пропадало, я заготовил немного дров себе на зиму. Но ввиду отсутствия у меня дровника, просто накрыл их тентом. Конечно, много еще впереди, но самое основное это не свет и вода, хотя они тоже необходимы. Самое основное это пусть и маленький, но домик, в котором можно будет складировать все необходимое для реализации дальнейших проектов, в котором можно будет укрываться от непогоды, и в котором я смогу принимать своих гостей. Привет, меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. На протяжении 4 лет, хотя, наверное, даже уже чуть поболее, как вы многие знаете, я занимаюсь блогерской деятельностью и строю различные строения в лесу. К сожалению или к счастью, все мои стройки ограничивались ранее землянками. И где-то, наверное, весной этого года я понял, что мне надоело заниматься строительством землянок. Хочется попробовать себя в чем-то новом, тем более я так думаю, что могу это сделать. Долго я искал это место, наверное, как раз-таки, да, с весны, вот все это время я и искал. И, наконец, к середине сентября я нашел, на мой взгляд, хорошее местечко, где я могу реализовать несколько проектов. Ну, а если быть точным, то 3. Но так как совсем скоро уже зима, как вы понимаете, да, а где-то жить и складывать какой-то инвентарь, там, не знаю, садовый, либо какие-то вещи, инструмент все-таки нужно. Ну и плюс ко всему зимовать тоже где-то нужно. То я решил в первую очередь построить каркасный
дом размерами 6×3. Он будет гостевым домиком, то есть ко мне сюда будут приезжать мои друзья, знакомые, может быть, да, родственники, близкие люди. А в дальнейшем я уже буду реализовывать другие, более масштабные проекты. Материалы, как вы уже успели заметить, какие-то я сюда завез. В частности, это песок, более тонны, и фундаментные блоки. Впереди нас ждет очень много работы вместе с вами. Добро пожаловать ко мне в гости. Садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Но сначала, как вы поняли, нужно разбить лагерь. Вот такое вот местечко для ночевки у меня будет. Обычная советская плащ-палатка, костровая чаша. Я ее специально здесь сюда привез, и здесь ее и оставлю. А чтобы мне было помягче спать, застелю все вот такими вот ветками еловыми. Ну а сверху уже будет спальник идти, в котором я, собственно, и переночую сегодня здесь. Ночью обещают до 0 градусов, поэтому будет холодно и лучше подготовиться заранее. Мои навыки строительства ограничены только лишь строительством землянок в лесу. Каркасные дома я никогда в жизни не строил, и знания, которые я получил касаемо фундамента, который я сегодня хочу начать делать, знания были получены, и, собственно говоря, из интернета. Поэтому наверняка кто-то из вас более разбирается в этом вопросе, да, является большим профессионалом, нежели я, и, естественно, об этом напишут в комментариях под видео. Тем не менее, несмотря на ошибки, которые я могу допустить и, скорее всего, сделаю, я думаю, все получится, и домик будет стоять долго и надежно. По площади я уже сказал, что 6×3 метра. И плюс ко всему, я всегда люблю, чтобы строения смотрели на солнце, либо хотя бы всегда находились под воздействием солнечных лучей. То есть не в тени. То есть солнце, по идее, вот здесь всегда будет находиться, ну, там встает, здесь садится, грубо говоря, да, то есть вот, и оно освещает эту сторону. Соответственно, лицевая часть дома будет смотреть у меня в ту сторону. И теперь самое главное и самая важная часть. Кто-нибудь из вас помнит уроки геометрии? Чему равна сумма квадратов катетов? Правильно, квадрату гипотенузы.
чтобы у нас получился прямой угол, идеально прямой угол, я сейчас высчитал гипотенузу. Дело в том, что прямоугольник состоит из двух треугольников. То есть диагональ рассчитывается квадратом 6 метров плюс квадрат 3 метров, то есть 6 и 6 36 плюс 3 × 3 9, это получается 45, и корень из 45 у нас выходит 6,7. Я предварительно посчитал уже на калькуляторе, поэтому так легко считаю в уме. 6,7 метра. Естественно, могут быть небольшие огрехи, там 3, 2, 4 сантиметра, да, но это уже не критично. То есть прямой угол будет задан, если у нас гипотенуза, диагональ, будет равна 6 метрам 70 сантиметрам. Давайте измерим и убедимся в правильности заданного угла. Да? Совершенно верно. Две диагонали по 6 метров 70 сантиметров. Ну, буквально плюс-минус там полсантиметра. Я думаю, это не страшно. Мы разметили с вами площадку под строительство дома. И теперь необходимо сделать 8 лунок размером 40 на 40 примерно, да, и глубиной там 50-70 сантиметров с замещением, то есть выкопать их с замещением грунта песком. То есть грунт уходит, а потом сюда укладывается геотекстиль, засыпается песок, утрамбовывается, в идеале вообще водой проливается. Здесь, в принципе, озеро есть недалеко, можно сгонять за водой до озера. Проливается водой, утрамбовывается, потом уже ставятся фундаментные блоки, все выравнивается по уровню, первый ряд, после чего уже второй друг на друга с помощью цементного, с помощью раствора кладочного, да, выкладывается второй ряд кирпичей. Еще, кстати, эти фундаментные блоки в идеале нужно будет потом обмазать мастикой черной, сделать так называемую гидроизоляцию.
Вот такой вот геотекстиль. Укладываю в каждую ямку. Пока у меня их 4. После чего буду просыпать песком. Естественно, это не финишный вариант, я думаю, вы прекрасно это понимаете. То есть нужно все блоки выровнять будет по одному уровню. И уже только потом строить дно дома. Ну, в смысле, обвеску фундамента делать.
Вроде бы чернозем, но какой-то суглинистый. Приходится прямо долбить его. Такое ощущение, что я шахтер какой-то с киркой. Только вместо кирки лопата. И вот эти вот 60 сантиметров, на которые мне нужно забуриться, да, в землю, они, конечно, даются с трудом. Почему-то вот из тех 4 только одна была такая яма тяжелая, а здесь уже и та тяжелая, и эта тоже тяжелая, прям еле долбится. Солнце еще высоко, часа 2 точно у меня есть. Очень вкусно. Причем еда-то обычная. Купаты, 2 яйца жареных и хлеб. Я просто весь день работал и, собственно говоря, ничего не ел. Прям на ура залетает.
тепло. Спальники. Хорошо. Дрова сырые. Вообще бесполезно. Что-то, что горят, что не горят, толку вообще никакого нет от них. Ну ничего, первая ночевка на новом месте. Я думаю, как-нибудь уж справлюсь. Спальник до минус 15 заявлен. Но по факту я даже в минус 10 в нем подмерзал. После тяжелого дня рабочего вытянуть спину, да даже просто вот сейчас прилечь хотя бы. Это прям такой кайф. Завтра еще чуть-чуть поработать остается, но ничего страшного. Работа не волк, в лес не убежит. Тихоньку, помаленьку. Как-нибудь справлюсь. А когда-нибудь потом зимой здесь будут идти снегопады. И будет стоять домик. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Ладно. Давайте, до завтра. Ой. Ну, хорошо. Кайф. Доброе утро, дорогие зрители. Дубак, конечно, конкретный. Аж голос пропал. Ой. Пар идет. Ночью спал, ну, мягко говоря, ужасно. Вот это вот вранье насчет того, что спальник там до минус 15, ну, это реально вранье. Костер погас со временем, я его даже не стал разводить заново, просто плюнул, потому что вылазить из спальника было категорически холодно. Сейчас вот солнышко немножко вылезло, появилось. Чуть-чуть стало теплее. Надо, наверное, позавтракать и приступать к работе. Продолжать ее выполнять. Как раз двигаться начну и быстрее согреюсь. Что-то уже, по-моему, зима не за горами. Даже трава покрылась синим, обалдеть. Так. Наверное, надо разводить костер. Неохота снимать с себя спальник теплый. Вот сейчас как раз он теплый. Вот в плюс 5. Но это необходимость. Всегда, когда вот в таком походе где-нибудь просыпаешься, да, в холодную погоду, тяжело себя заставить начать делать первые движения. Но рано или поздно приходится их делать. А когда начинаешь потихоньку двигаться, кровь разгоняется по телу и становится теплее намного. Ну, а тем более мне еще копать вон 2 лунки глубиной 60 сантиметров, 40 на 40 шириной. Ладно, что, погнали.
совсем другое дело. Можно жить. Тепло пошло от костра. Пахнет едой. Это значит, сейчас я подкреплюсь и буду готов к работе. Решила, кстати, пролить водой, не утрамбовывать, а просто проливать водой. Я просто вспоминаю дорожные работы, да, когда дороги делают, они же просто проливают водой, но воды, конечно, льют много. То есть я перед тем, как укладывать вот эти блоки ФБС, еще раз все водой пролью, прям конкретно, хорошенько, так что песок прям утрамбовался туда поглубже. Вот. И он, кстати, ощутимо прям сразу проседает. Водой начинаешь проливать, прям сразу и уходит песочек. Сантиметра на 3, наверное, прям раз и ушел. Так что везде надо так сделать. Ну и можно еще потоптаться, конечно, будет попрыгать. Вот. Все. Готово. И, соответственно, скорее всего, завтра или послезавтра я сюда заскочу. И вот этот момент установки оставшихся блоков, замешивания раствора, естественно, я сниму. И покажу вам, вставлю в этот ролик в конце. Потому что уже и так растянули, дальше некуда. Ну что, друзья, пришло время делать раствор. Вот в таком вот ведре я буду сейчас замешивать раствор для кладки фундаментных блоков. Раствор будет состоять, естественно, из цемента, из одной части цемента и из 3 частей песка. То есть стандартный раствор 1 к 3. Да? Замешивать первоначально я буду песок с цементом без воды перемешаю, а потом уже добавлять буду воду. И с помощью генератора и дрели и специальной насадки уже буду здесь не вручную, а все делать автоматизированно. То есть не напрягая свою спину, свои руки. И, собственно, после этого начнем выкладывать уже блоки. Ну, а блоки, как вы видите, уже все готовы, все разложены. Я еще и уровень привез 2-метровый, чтобы уже все было прям очень аккуратно. Ну, а в любом случае будет неаккуратно, потому что это первый раз вообще, когда я делаю фундамент.
посмотрим, что из этого выйдет. Как обычно, просьба строго не судить. Это мой вообще первый опыт укладки фундамента. Возможно, да невозможно. Наверное, я что-то делаю неправильно. Но я думаю, мы вместе с вами будем учиться вместе с вами вместе. Погнали. Я уже понял свои ошибки. Во-первых, раствор был слишком густой. То есть я потом уже добавил немного воды, и он стал пожиже, и уже кладка пошла полегче. Это первый нюанс. И второй нюанс, надо было сразу идеально все выравнивать под два блока нижних, прям чтобы они были одинакового уровня с другими блоками. И уже потом их устанавливать, скреплять друг с другом. Это, конечно, вот косяк мой, ну ладно. Ничего страшного, уже работаю так, как работаю. То есть я уровнем отмеряюсь от каждого следующего столба, и то есть по этому уровню уже подгоняю песок к той лунке. То есть чуть меньше, убираю его или наоборот чуть добавляю, чтобы выходило в уровень. То есть я же знаю, что высота двух блоков 38 сантиметров. Ну, добавим раствор еще сантиметра, да, допустим. То есть не 38, а 39 сантиметров. Соответственно, выставляю вот так вот уровень. Вижу, что он, допустим, ровный. И у меня получается здесь, ну, образно, да, там 35 сантиметров. То есть я понимаю, что блоки не встанут. Еще там 4 сантиметра нужно песка убрать. То есть сейчас у меня вот там вышло как раз 2 сантиметра, надо убрать песка. Я его сейчас уберу. Сразу два блока утрамбую, поставлю, подгоню, чтобы они стояли ровно. И потом просто один откидываю, намазываю раствором и друг с другом скрепляю. И уже следующие два встают, ну, получается, практически ровно. Естественно, я допускаю такой момент, что как ни крути, уровень будет немножко разный. И вот, наверное, может быть, даже обращусь к вам, чтобы за советом, да, чтобы вы что-то посоветовали. На мой взгляд, можно будет вот эту разницу в уровне убирать с помощью куска фанеры.
тут получается 38 на 38, прям таких квадратов сделать несколько и просто их подставлять. И за счет этого регулировать высоту, регулировать уровень, чтобы все было ровно относительно друг друга. Ну а так, ничего страшного. Я не думаю, что это прям сильно критично будет. Вроде не разваливается подо мной фундамент. Ну а что, 140 килограмм где-то, то есть один блок весит 32-34 килограмма. Да, это были тяжелые дни, и в конце концов мне все-таки удалось сделать задуманное. Конечно, еще не хватает мастики, гидроизоляции пройтись, да, по этим блокам. Но это уже в следующий раз. Еще мне нужно теперь привезти материал для пола, в дальнейшем еще и для стен. И по-хорошему было бы здорово в следующий раз сделать полы и, может быть, поставить палатку, да, на полу и заночевать уже, получается, на таком подиуме, на основании будущего каркасного дома, гостевого каркасного дома, хочу заметить. То есть это самый первый проект здесь, и еще будет как минимум 2. Я здесь надолго, наверное, навсегда, поэтому есть чем заняться. Ну а вам, если понравилось это видео, то не забывайте поставить лайк, обязательно напишите комментарий, может быть, дадите какой-то совет, может быть, я что-то сделал неправильно, обязательно укажите на мои ошибки. Это был канал Лесной Строитель. Всем спасибо, до скорой встречи, пока-пока.